Всем привет, меня зовут Михаил, мою жену зовут Таня, и мы с женой веганы. Таня стала веганкой в середине беременности, полностью отказалась от всех продуктов животного происхождения. И к концу срока беременности у нас родился сын весом 4 килограмма 270 грамм. Таня рожала сама. Да. Мальчишка получился классный, здоровый, веселый, растет, радует нас. Но, тем не менее, я считаю, что он не веган. И обо всем буду рассказывать по порядку. В конце все подробно объясню. Давайте покажем, как он у нас проводит день и чем питается. Погнали! На завтрак очень часто мы готовим кашу. Часто это бывает льняная, кедровая или смесь нескольких круп. Варим ее обычно на молоке, овсяном или гречневом, но здесь нет особой разницы, просто иногда разнообразнее. Ждем, пока остынет. Сколько? Пока остынет. 5 минут. Не добавляем сахар или масло, используем подсластители, часто это финиковый сироп, иногда кленовый. Держи. Это очень простой, это очень быстрый вариант, нравится не только сыну, но и сами мы едим, даже мне это нравится. Хотя я люблю что-то такое более сложное, но простая пища, она хороша. Спасибо. Я все съел. Каша. А себе? Сам ешь? Ты сам. Сам. Молодец. После завтрака начинается активность, и Гриша очень любит почитать, ему нравятся все книжки, особенно которые можно как-то потрогать, перевернуть, в общем, какие-то необычные. Крот. Он различает очень много слов, без труда находит машину, кошку, собаку, самолет, вертолет, все, что не угодно его попроси, знает, где находится пупок, глаза, нос, части тела различает, поэтому ему все это доставляет удовольствие, именно поиск, какие-то задания, которые мы даем, что-то показать, найти, рассказать. Очень коммуникативный мальчик. Потом выходим на прогулку, это может быть прогулка во дворе, иногда по лужам, иногда, когда солнечно и сухо, мы гуляем с собаками. В общем, стараемся проводить больше времени на свежем воздухе. Убежала. А где-то к половине 11 или 11 наступает, так сказать, тихий час, длительность которого непонятно от чего зависит. Он может у нас поспать час, 2 или 3 часа. Но вот от этого часа зависит весь остальной распорядок. Будет ли Гриша хотеть спать еще дальше днем, либо мы как-то будем все подстраиваться. Совсем забыл про витамины, которые мы даем ежедневно. Это веганский D3 и B12. Ну, отдай маме. Отдай. Ну, давай сюда. Да. Давай, открывай. Мы даем их не только Грише, но и сами употребляем, ну что это важно. Обязательно каждый день перекус свежими фруктами, ягодами, все, что доступно у нас в магазинах, в сезон. Стараемся что-то свежее, интересное, разнообразное каждый раз ему в рацион носить, также и к себе. Вообще наши рационы с ним не очень сильно отличаются. Мы едим все то же самое абсолютно. И на обед, и ужин, и на завтрак едим. Ну вот, иногда мы себе что-то более вредное еще позволяем, а ему что-нибудь еще более полезное. Обед мы готовим на всю семью, отдельно для Гриши не готовим. Сегодня на обед у нас будет нутовый крем-суп. Нам требуется нут замоченный, лучше замачивать его с вечера, но мы его замочили с утра. Ну, в принципе, уже все окей. Красный лук, морковь, картофель, помидоры и тут специи, копченая паприка, зелень и микс радуга, там, я не знаю, красный перец, зеленый лук. И соль я буду использовать санскую, но только потому, что обычная закончилась. Я очень люблю сам есть суп на обед, и Грише очень нравится. Мы иногда делаем пюре-суп, иногда варим что-то с цельными овощами, и обязательно много добавляем бобовых, чечевицы, нута.
злаковых. Это всегда каждый день в рационе обязательно. Ну все, суп готов. Осталось только взбить. Как вкусненько! Вообще Гриша активный круглые сутки, он постоянно что-то делает, постоянно чем-то занят, очень любит лепить, ему нравится играть на гитаре, рисовать, в общем, что-то делать постоянно, это такое, это энерджайзер, это батарейка, за ним только успевай. Очень много времени проводим на улице, гуляем часто, гуляем каждый день. Если есть солнечная погода, в Питере это редкость, то постоянно на улице гуляем. И в прогулку на улице, а также часто с собой берем в машину, если мы в дороге, в самолет куда-то, мы берем овсяную кашку, не молоко с бананом. Есть разные каши, но у Гриши аллергия на грушу, как выяснилось опытным путем. В общем, мы берем с бананом, ему очень нравится, питательно, сытно, и она еще в питьевом виде, что очень удобно. Да я и сам пью. Вкусно. Я не рассказываю обо всех возможных вариантах приготовления рациона для ребенка или там, для взрослого на день. Мы не готовили специально, просто показали то, что мы делали вот за один день, какой был у нас, решили поснимать. Тофу с оливками нашли. Вкусный. Да? Поставьте на рецепт чуть-чуть. Мы оставим еще. Просто очень вкусный тофу. Да? Прям так его ест. Очень вкусно. Ты обжора. Сейчас мы будем готовить ужин. Гриша, из каких ингредиентов? Вот эта банка? Нет. Из вот этих мама приготовила. Что будет на ужин? Тушеные овощи с тофу. У нас будет цветная капуста, тыква, кабачок, тофу, кукуруза, лук. И все тушеное. Все тушим в сковородке. На мой взгляд, у нас очень простая, очень доступная еда, она легко усваивается, максимально полезна, максимально понятная для организма. Поэтому есть ее и готовить тоже, что немаловажно, всегда легко и всегда с удовольствием. Вкусно? Ну как? Эй! А еще мама приготовила вкусные печеньки, которые Гриша знает, где лежат. А после ужина наступает время сна. И Грише 1 год и 4 месяца сейчас. Он еще не может всю ночь проспать, не проголодавшись. То есть у него примерно каждые 4 часа прием пищи. И ночью он у нас ест вот такую вот смесь. Нутрилак, соя. Это полноценная сбалансированная смесь на основе изолята белка сои с улучшенным аминокислотным составом, соответствующая особенностям пищеварения и обмена веществ детей первого года жизни и обеспечивающая физиологические потребности растущего организма в основных пищевых веществах и энергии. Так написано здесь на упаковке. И тут я должен пояснить, почему мы этим кормим. Как бы попроще все это объяснить. У нас первый ребенок, мы неопытные родители. Я считаю, что нашей неопытностью хорошенько так воспользовались. Дело в том, что когда ребенок рождается, его подносят там к груди матери, и он начинает пить молозиво, и если оно есть. Если нет, ну как-то оно там прям со временем скоро должно появиться. А дети в роддоме кричат. Дети в роддоме кричат, и нянечки очень заботливые приносят бутылочки с готовой смесью и говорят: ну что ты мучаешь ребенка, он не наедается тем, что у тебя есть, пусть вот он поест и успокоится. Так дети замолкают, становятся спокойными и очень быстро привыкают к вот такой вот соске. Такую бутылочку и такую соску гораздо легче есть детям, гораздо проще их рассасывать, не нужно напрягаться, не нужно рассасывать грудь.
И поэтому и очень быстро привыкают, и в дальнейшем уже приучить ребенка к груди очень сложно. Мы столкнулись с этой проблемой, и прямо это для нас оказалась большая проблема. Тогда я узнал, что есть специалистки по грудному вскармливанию. Приезжает женщина, мы оплачивали ее услуги, она показывает, как правильно держать ребенка, как прикладывать его к груди. И, в общем, это тихий ужас. Я не мог находиться там в одном помещении, когда вот все это происходило действие. Сын плачет, орет просто. И так продолжалось вот несколько дней, недель, когда мы пытались все это сделать. В общем, к концу первого месяца это стало бесполезно. Молоко, которое приходило, он не пил. Мы решили полностью перейти на смесь. Ну, потому что это было уже невозможно. Вот так. Еще какое-то время мы пользовались той смесью, которую ему дали в роддоме, потому что, не знаю почему, потому что она не вызвала аллергии, она как бы показывала себя там безопасно. Но вот он вот такой вот маленький комочек, и очень было много сомнений, много переживаний на этот счет, и особо не думалось. Когда мы поняли, что он уже чуть-чуть окреп, мы перешли вот на такую соевую смесь, абсолютно уже не боясь, не беспокоясь за него, и начали кормить его ей. Единственный момент, почему она тоже не является веганской, в ее составе присутствует рыбий жир. Поэтому питание нашего сына невозможно назвать полностью растительным, веганским. И вот тут присутствует рыбий жир, только из-за одной вот этой вот маленькой штучки. Но наш сын не является веганом, на мой взгляд, не потому, что прямо здесь присутствует вот рыбий жир и все. Потому что веганство – это выбор сознательный человека, который этим выбором руководствуется, когда совершает какие-то свои действия. Веганство – это те принципы, на основе которых строится ваша жизнь, ваши поступки. Наш ребенок ест то, что ему дают, он не выбирает. Он не выбирает ни веганство, ни какое-то либо другое течение, там, философию, путь жизни. Он пока растет и учится. Он пока не может быть веганом. Он может быть на максимально растительном питании. Веганами можем мы, взрослые люди, которые понимают, что это такое, о чем речь. Так же, как и мои собаки не являются веганами, хотя они полностью на растительном корме уже более 3 лет, живут прекрасно, себя чувствуют, также активные, здоровые. Поэтому я прям очень за то, чтобы не путать именно веганство и растительное питание. Как только наш сын от этой бутылочки сможет отказаться, то есть совсем скоро, когда он сможет полноценно заснуть вечером и проснуться утром, ни разу не проснувшись на то, чтобы покушать, у него будет полностью растительное питание. В дальнейшем, когда он будет расти, будет понимать, мы ему расскажем, откуда берутся и животные продукты, откуда берутся растительные продукты. Он все поймет сам. И я считаю, что это мой долг и прямая обязанность как родителя ему рассказать полную правду обо всем, как этот мир устроен. Для того, чтобы не создавать иллюзии и обманы вокруг своего ребенка. Ну, что я ему, враг. Поэтому так, вот в чем, собственно, заключается суть этого видео. Как бы моя история и предостережение для новых родителей, потому что для меня это было шоком и неизвестностью после того, как я уже столкнулся с такой проблемой, когда ребенок не ест грудь, и на это навалилась еще целая куча проблем. Я нашел полно информации об этом в интернете, подтверждающие наши догадки, наши слова. Очень много таких отзывов, очень много догадок, поэтому будьте внимательны. И напомню, что веганство – это образ жизни, подразумевающий отказ, насколько это возможно и максимально допустимо, от всех форм эксплуатации и жестокости по отношению к животным, использования их ради еды, одежды или других любых абсолютно целей. Как только это станет максимально возможно для меня, хотя бы вот минимальная возможность, даже если появится, ну вот такой продукт мы из питания уберем. Останется полноценная, сбалансированная растительная диета. Спасибо, что смотрели. Пишите свои вопросы в комментариях. Давайте обсудим эту тему, поговорим. Постараюсь максимум всем ответить. И до новых встреч. Всем пока.